Всем привет! Сегодня я разберу, нет, обозрю, нет, сделаю обзор на аэрогриль или, как его еще называют, мультипечь Russell Hobbs. А вы на канале Мама Флория. У меня о жизни, еде и свечах, и сегодня о жизни. Аэрогриль мы покупали за свои деньги, поэтому это честный обзор, не проплаченный никем. И я расскажу все плюсы и минусы в использовании вообще конкретно этого аппарата. Он очень компактный. У нас аэрогриль на 4 литра. Мы решили, что для нашей семьи будет достаточно, с учетом того, что есть плита, есть духовка. В большей степени мы покупали для того, чтобы делать ребенку картошку фри, чтобы она была более-менее полезной, если про картошку фри можно сказать так. Самый главный плюс аэрогриля – это готовка в малом количестве масла. Масло все равно, практически на любое блюдо чуть-чуть добавлять нужно. То есть это не тот прибор, который готовит совершенно без масла. Но, во всяком случае, если, как мы говорим, например, про фритюр, в фритюре там литр масла подсолнечного, то здесь это буквально пару капель. Здесь такая достаточно удобная чаша с решеткой, которая может ставиться на 2 уровня. Один уровень для, если хочется больше корочку, и нижний уровень. Я в основном пользуюсь нижним уровнем, мне хватает корочки и с ним. Удобное сенсорное управление. Здесь 10 предустановленных функций. Это картофель фри, овощи, запекание, рыба, яйца, куриные крылья, гриль. Разогреть можно, разморозить. И дегидратирование. Это когда можно сделать из фруктов сухофрукты. На многие блюда занимает действительно меньше времени по сравнению с духовкой. Минусы. И самая моя большая ошибка при выборе этого аэрогриля – это я не учла уровень шума. Это просто Боинг. Конкретно вот этот Russell Hobbs – это просто Боинг. Когда у нас маленький ребенок спит, то его включать это просто не имеет смысла, потому что во-первых, он шумит очень громко, а во-вторых, он, когда выключается, когда программа заканчивает, пикает он тоже очень громко. И регулировки звука нет. То есть вот она какая есть, такая есть. Поэтому, пожалуйста, при выборе, если вы будете выбирать себе аэрогриль, учтите этот момент. Когда у вас закрытая кухня и когда у вас нет маленьких детей, то, возможно, это не проблема. В принципе, он как бы не напрягает. Там, приготовить те же 20 минут, когда он шумит, как бы нормально. Но если у вас есть маленькие дети и как у нас кухня совмещенная с залом, то шум – это очень большой минус в данной ситуации. Здесь также еще из минусов короткий провод. То есть его не поставишь в любом месте на кухне, а приходится ставить практически там, где есть обязательно, где есть розетка. При работе он также выделяет немного специфический запах, поэтому если у вас чувствительное обоняние, то это тоже может быть минусом. Он не очень сильный, но в то же время чуть-чуть есть. Нюанс. Обращайте внимание, когда вы ставите аэрогриль, с этой стороны у него выходит воздух горячий, поэтому обязательно, если вы начинаете греть в аэрогриле что-то, готовить в аэрогриле, то ставьте на достаточном расстоянии, например, от стенки, чтобы была хорошая циркуляция воздуха, чтобы не испортить ваши стены или какие-то декоративные элементы.
Если у вас тоже есть аэрогриль, пишите в комментариях, какая у вас модель, насколько вы довольны, тоже может плюсы и минусы, и для кого-то эта информация может быть полезной. Также можете посмотреть распаковку этого аэрогриля, ссылочка будет под видео. И если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Итак, большая составляющая деградирование. И когда там просто литрами масла, да, когда во фритюре просто литры, когда